предобработка или препроцессинг данных является логическим продолжением процесса ETL, и в большинстве случаев его даже объединяют с процессом ETL, однако я разделяю эти два понятия, потому что в процессе ETL нам нужно получить чистые данные, то есть заполнить пропуски, найти опечатки, объединить все данные в источники из нескольких источников, потому что у нас могут быть кортежи данных большие, нам нужно, скажем так, данные превратить в некоторую машиночитаемую форму, чтобы мы могли скормить их модели машинного обучения. На этапе подготовки данных мы эти данные уже соответствующим образом обрабатываем, преобразуем, переформатируем, чтобы их можно было подать на вход модели машинного обучения. И это форматирование, что существенно, оно сильно зависит от используемых моделей машинного обучения. Например, ряд моделей не требует разбиения категориальных данных на one-hot vectors, они могут работать с категориальными данными прямо так, как вы их даете. Другие модели, например, линейной регрессии, не умеют работать с категориальными данными, и данные нужно предобработать. Также в ряде случаев у нас данные могут быть уже примерно одного диапазона, нам их не нужно нормировать, и могут, например, не содержать тригонометрических, точнее циклических переменных. В другом случае нам эти циклические переменные в исходных данных не помогают уточнить постановку задачи и не помогает повысить точность модели машинного обучения. То есть этап обработки данных, мы посмотрим сейчас, что это такое, он не всегда является обязательным, однако в большинстве задач он требуется, и его обычно включает, этот блок обработки данных, включает в процесс ETL, и это все вместе в большинстве решений задач машинного обучения называют препроцессинг данных. Однако это еще один шаг, который необходимо с данными выполнять, но он не всегда требуется. Итак, в основном выделяют три основных аспекта подготовки данных. Первое – это нормирование данных, когда нам нужно их привести к одному диапазону. Но математики очень любят работать с диапазоном 0,1, и, соответственно, все пакеты, они заточены на то, чтобы нам приводить данные к диапазону 0,1. Соответственно, приведение данных к диапазону 0,1 называется нормированием, обычно по min-максимуму закону, например, минимально-максимально. Давайте на конкретном примере посмотрим, что это может означать. Предположим, что у нас x принимает значение, например, 1, 2, 4 и 5, и, например, y у нас принимает значение минус 100, например, 300 и 1000, например, 1100. И нам нужно их привести к одному диапазону. То есть x у нас там маленький, y большой, и если мы начнем собирать модель, у нас как бы y с каким-то большим весом, и погрешность по y будет превалировать над погрешностью по x, нам нужно все свести к диапазону 0,1. Что мы для этого можем сделать? Значит, базово что делается, это из всех значений вычитается минимальное значение, чтобы нам, скажем так, сдвинуть на 0, а потом, соответственно, делится на разность между минимальным и максимальным. В первом случае у нас минимальное значение это 1, значит мы из всех значений вычитаем 1, и затем делим на разность между максимальным и минимальным. Я по порядку выписал, чтобы было удобнее анализировать. Это 4. То есть мы должны все значения из всех значений вычесть 1, затем разделить на 4. Давайте посмотрим, во что это у нас выльется. Значит, x у нас превратится в следующий набор значений. Мы вычитаем 1 и делим на 4. Вычитаем 1, делим на 4, тут будет 3 четвертых, и тут будет 1. Как вы видите, у нас все новые значения x уже находятся на отрезке 0,1. С y та же самая ситуация. Если мы сейчас запишем новый y, у нас получится 0. Здесь мы вычитаем минус 100, мы должны прибавить 100, то есть здесь будет 400 1200, это 1/3. И здесь будет единичка. Это наше новое значение y, как видите, цифры уже примерно одинаковые, с ними работать намного приятнее. Этот процесс называется нормированием, он подходит для всех числовых переменных. Однако, если у нас данные распределены как-то по нормальному закону, то есть мы знаем, что у нас они скучкованы в каком-то одном диапазоне, и вероятность того, что у нас будут какие-то выбросы, то есть крайние значения, она низка, тогда делают z-нормализацию, то есть приводят данные уже к нормальному
к диапазону, скажем так, минус 3,3, то есть он может быть дополнительно, например, приведен в диапазон 0,1. Что это дает? То есть зачем нам вообще заморачиваться Z-нормализацией, если у нас есть просто нормирование, минимальное, максимальное, и все. То есть мы отмасштабировали наши данные. Я подчеркну, что это уже преобразование исходных данных. И если нам нужно, на них мы можем, на преобразованных данных, мы можем посчитать модель, любую модель машинного обучения, но если нам нужно понять, какие данные привели к какому решению, либо, скажем так, выполнить какое-то обратное преобразование, нам нужно данные будет обратно отмасштабировать. Это важно, это нужно учитывать при конкретных решениях. Так вот, возвращаясь к нормализации значений, если у нас есть данные распределены нормально, и мы хотим отбросить выбросы, то мы можем тесно привести к диапазону, выполнить процедуру Z-нормализации, то есть привести к диапазону минус 3,3, и затем просто отбросить крайние значения, чтобы у нас там какие-то хвосты, статистические выбросы, либо нехарактерные точки, которые мы не хотим, чтобы попали в модель, мы можем автоматически отбросить, если у нас распределение почти нормально. То есть совершенно нормальное распределение у нас данных быть, скорее всего, не может, но если у нас данные распределены по нормальным законам с большой точностью, мы можем отлично использовать и такой подход. Что касается категориальных данных, это второй тип преобразования, который производится над исходными данными. Категориальные данные приводят к единичным векторам или one-hot vectors. Давайте посмотрим на конкретном примере, в чем это заключается. Предположим, что у нас есть три записи, 1, 2, 3, в категории 1, 2, 3. Первый у нас пол, например, пускай он будет женский, у нас сегодня феминистический коллектив, второй пол мужской и третий пол другой. Значит, у нас есть пол. То есть вот у нас ID и записи, есть столбец типа пол. И пол это категория, ну то есть он принимает там, условно говоря, 3 значения, и не все модели машинного обучения умеют работать с категориальными данными. Чтобы нам эти данные подать всем моделям на вход, нам нужно преобразовать этот набор данных к другому набору данных, так называемым единичным векторам. Как это выглядит? Мы, значит, также оставляем ID 1, 2, 3, и затем у нас становится колонка пол G, пол N и пол D. Естественно, мы в каждой строке, в каждом кортеже данных заполняем единичкой соответствующее значение. Здесь вот у нас G будет единичка, и все остальные значения нулями. Здесь точно так же 0, 1, 0, 0, 0, 1. У нас получается некоторая такая разреженная матрица. В данном случае она получилась диагональная, просто потому что у нас по порядку все встречалось. На самом деле, просто у нас будут где-то единички, но в целом в этом наборе значений только одно значение будет единичка, они взаимоисключающие. Это, собственно, называется one-hot vectors, то есть только одна единичка, все остальные нули. Преобразовав данные таким образом категориальные, мы их перевели из, скажем так, из текстовых уже в числовые. И теперь числовые мы радостно можем подать на вход любой модели машинного обучения без каких-либо ограничений, будь то нейросеть, будь то линейная регрессия, будь то стохастический градиентный бутинг, вообще без разницы. Мы все им отдаем, они сами там разбираются. Это важное преобразование и в большинстве задач в основном используется. Третий тип преобразования, про который немногие знают и не во всех задачах он требуется, это преобразование циклических переменных. Что такое циклическая переменная? Например, роза ветров, направление ветра в градусах. То есть у нас направление ветра в градусах может меняться от 0 до 360 градусов, при этом 360 градусов и 0 это одно и то же. Ну, то есть можно сказать, ну вот у нас есть там некоторые числовые переменные от 0 до 360. В чем проблема? Проблема в том, что значения 355 и 5, они находятся рядом. Однако, если мы начнем эти значения подавать на вход модели, разрыв будет большой, естественно, модель не сможет их правильно интерпретировать, потому что она не знает, что 355 градусов и 5 градусов это вообще-то рядом. Вот чтобы нам модели нашей машинного обучения сообщить, что это на самом деле у нас циклические данные, для них применяют тригонометрические функции. Ну, предположим, что у нас z это некоторые градусы,
Например, z это у нас там 5 градусов, там 120 градусов, 360 градусов. И вместо, собственно, набора значений z вводятся два дополнительных значения. Это косинус z, ну или в другом порядке, и синус z. Соответственно, таким образом, поскольку у нас и косинус, и синус, они меняются от минус единицы до единицы, и они меняются циклически, ну то есть косинус 5 градусов и косинус 365 градусов, 355 градусов, они будут находиться рядом. И синус 5 градусов и синус 355 градусов тоже будут находиться рядом. То есть это будут близкие значения, расстояние между ними по любой метрике, оно будет маленьким. Это нам и нужно. Ну, соответственно, дополнительно тригонометрические функции мы можем каким-то образом привести к диапазону 0,1. Например, взять там следующее преобразование. Косинус z плюс 1 умножить на 2. Ну, собственно, как мы уже делали здесь, мы просто вычитаем минимальное и делим на разницу между минимальным и максимальным. То есть на такое преобразование тригонометрических функций позволяет перевести любую нашу переменную к нужному формату, и это уже может быть корректно распознано моделью машинного обучения. То есть, если с категориальными переменными не все модели их вообще смогут обработать, нормированные данные приведут к большой ошибке, то есть нам будет сложно оптимизировать гиперпараметры, то использование тригонометрических функций для циклических данных поможет эти данные правильно интерпретировать. То есть это на самом деле самый сложный случай, потому что без правильной интерпретации этих данных их использование еще хуже, чем неиспользование. То есть они по факту вносят какой-то случайный шум, который нам всю модель портит. То есть здесь у нас есть некоторое направленное изменение, когда у нас диапазоны разные, у нас какая-то переменная вносит большой шум, большую погрешность данных. Здесь у нас, если переменная не учитывается, мы ее просто не можем посчитать, то есть она уменьшает точность модели. И здесь же модель машинного обучения раскачивается в случайные стороны, потому что циклические переменные интерпретированы неправильно. Соответственно, кроме градусов, например, роста ветров, у нас здесь может быть, естественно, время, то есть дневной цикл, часы, минуты, в том числе 1, 59 минута, дни в году, то есть от 1 до 365 дня тоже циклическое, месяцы в году и так далее. То есть все, что связано со временем, с направлением, рядом других циклических процессов, оно все может быть и должно быть преобразовано через тригонометрические функции. Еще раз, 3 основных блока в подготовке данных, которые с большой вероятностью потребуются вам при построении модели машинного обучения. Это нормирование данных, то есть переведение всех числовых данных к одному диапазону. Это работа с категориальными данными через единичные вектора, преобразование категорий. И это работа с циклическими данными через тригонометрические функции.